Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Давно на этом канале не было видео топ русских. В этом видео мы остановимся на топе русских суеверий. Вообще суеверия в России имеют глубокие корни и значительное культурное влияние. Однако уровень суеверия может варьироваться, то есть различаться от региона к региону и от поколения к поколению. В общем, на суеверность русских людей могут влиять разные факты: где он живет, какой у него возраст, какое образование и личные убеждения. Но то, что суеверие – это часть русской культуры, это бесспорно. С этим мы ни в коем случае спорить не будем. В трудные или стрессовые моменты жизни люди в России часто вспоминают суеверия и стараются к ним обращаться. Когда не хватает денег, когда заболевают, когда испытывают стресс перед экзаменом или во время экзамена, когда хотят попытать удачу. В эти моменты как-то так складывается, что люди в России вспоминают все эти приметы, действия, которые необходимо сделать, чтобы пришла удача, чтобы выздороветь, чтобы пришли деньги и так далее. Хотя в обычной жизни, в нетрудных и стрессовых ситуациях, эти же самые люди могут говорить, что нет, ни в коем случае я не суеверный человек. Русские суеверия – это разнообразные народные поверья и предания, которые имеют глубокие исторические корни и часто связаны с фольклором, традициями и культурными особенностями страны. Давайте остановимся на некоторых, на мой взгляд, очень сильных суевериях. Итак, в этом видео будет топ-10 русских суеверий. И первое суеверие – это черная кошка. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Появление на пути черной кошки или черного кота считается плохим знаком, особенно если он или она перебежит дорогу. Это связано с древними, старинными представлениями о том, что черные кошки – это существа, у которых есть связь с потусторонним миром. Я очень часто встречала людей, которые и правда верят в эту примету, и если они увидели, что им перебежала дорога черная кошка, то у них два варианта действий. Первое, либо они скрещивают пальцы и переходят дорогу, там, где пробежала кошка, или же они останавливаются перед вот этим вот местом, где перебежала кошка, и ждут, когда кто-то другой перейдет эту дорогу. Не поверите, но один раз я ехала в машине с человеком, который очень верил в эту примету. И он на дороге остановился и ждал, когда проедет другая машина. Следующее. Счастливые и несчастливые числа. Ну, думаю, всем известно, что число 13 – это несчастливое число. Тогда как число 7 считается счастливым, удачным числом. Некоторые люди избегают назначать важные встречи или делать что-то важное 13 числа. А если это будет пятница 13, то все, они прям с утра ждут, что все у них будет рушиться. Весь день у них пойдет на смарку или же будет неудачным. Но думаю, что число 13 это не так типично для русской культуры, как, например, число 3,
которая наделялась магическими свойствами. Как правило, стучать по дереву, креститься, повторять какие-то ритуальные действия необходимо было всегда делать 3 раза. Да, кстати, и даже плевать через плечо, через левое плечо необходимо было 3 раза. Помимо этого, суеверные люди верят, что неудачи, какие-то трудности не приходят одни. Беда не приходит одна, а часто случаются именно трижды друг за другом. Конечно, здесь стоит отметить, что не только плохие отрицательные ситуации, но и положительные ситуации также случаются подряд трижды. Кажется, где-то я читала, что в основе этого лежит психологическая склонность человека выделять в какие-то трудные моменты определенные события, а именно только те, которые соответствуют его ожиданиям. И это могут быть как отрицательные, так и положительные события. Просто мы делаем на них акцент. И если у нас в голове есть эта программа, что должно произойти событие трижды, то как раз мы и ищем, а правда ли оно состоялось 3 раза. Чаще всего так и будет. Следующее суеверие – это зеркала. Существует поверье, что разбитое зеркало приносит несчастье на протяжении 7 лет. Ни в коем случае нельзя смотреть в разбитое зеркало. Все в данном случае вас может ждать даже смерть. А вот смотреть в зеркало в темноте тоже не стоит, так как это может привлечь злых духов. Через зеркало они к вам придут. Следующее – соль. Падение соли на стол считается плохим знаком. И чтобы избежать неприятностей, если вдруг вы уронили соль на стол, то есть рассыпали соль, принято бросать соль через левое плечо. То есть если вы рассыпали соль на стол, бросьте ее через левое плечо на пол. Это связано с древними представлениями о том, что соль – это средство защиты от злых духов. Следующее – дерево. Постучать по дереву 3 раза. Эта фраза является практически талисманом. То есть, если у вас что-то не получается, постучите по дереву 3 раза, все получится. Это действие может предотвратить любые невезения. Чтобы человек плохого не сделал или чтобы запретное он не совершил, ему просто нужно найти ближайшее дерево и постучать по нему 3 раза. Говорят, что подобная примета может идти от истории, может идти от старых мифов, в которых говорилось, что в деревьях живут добрые духи. Следующий этап – беременность. Существует множество суеверий, примет, что нельзя делать беременным женщинам, но самое, на мой взгляд, странное и то, что лично мне совершенно было непонятно, это то, что беременным женщинам нельзя шить. Вот от слова совсем. Нельзя брать в руки шитье никакое. Говорят, это может привлечь к трудностям во время родов. Еще во время беременности нельзя стричь волосы, так как вы забираете у себя силу. При этом есть другое суеверие. Возможно, вы видели, что многие люди носят на руке завязанную нитку. Часто это служит защитой от сглаза. Таким образом, многие люди верят в силу заговоров и в силу оберегов от этих заговоров. Как, например, вот эта вот завязанная на запястье нитка или крест, или еще есть специальные обереги в форме глаза. Кажется, они называются кошачий глаз. Существует много примет, связанных с погодой и природными явлениями. Например, если муравьи идут в дом, это предвещает дождь. А если голуби кружат над домом, то ждите гостей. А если птица ударяется о стекло, то ждите беды.
Как вы понимаете, очень много суеверий, примет связано с чем-то отрицательным. Существует очень много суеверий и примет, которые связаны с деньгами, а именно с финансовым неблагополучием. Например, нельзя свистеть в доме, денег не будет. Нельзя выносить мусор вечером, опять же, денег не будет. И я слышала, что нельзя брать деньги вечером, опять же, не будет денег. Ну и в конце давайте остановимся на приметах, суевериях, связанных с праздниками. Например, на Масленицу принято печь блины. И если они не удаются, это может предвещать неудачи в течение всего последующего года. Так что давайте печь блины правильно. Все эти суеверия, и кажется, я назвала их далеко не 10, а намного больше, являются частью народной культуры. И хотим мы верить в них, хотим мы не верить в них, но они есть, существуют. Полностью искоренить, удалить, убрать, забыть все эти суеверия не получается. Если вы изучаете русский язык, то вы наверняка это услышите. Не свисти в доме, не выноси мусор, постучи по дереву и многие-многие другие. Просто знайте, что у этих примет, у этих суеверий есть свои корни. И все это можно считать частью народного фольклора. Знакомясь с этими суевериями, вы знакомитесь с культурой людей, говорящих на русском языке. Вот и все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи. Напишите, какие суеверия вы знаете и в какие приметы вы верите. Мало ли, может быть, вы тоже суеверные люди.